Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на кухню сегодня. Дорогие мои друзья, мы сегодня с вами приготовим одно скандинавское блюдо, которое называется гравлакс. Грав – это могила, граве – это по-датски копать или закапывать, а лакс – это лосось. И вот я постоянно экспериментирую, адаптирую какие-то азиатские блюда, грузинские, армянские под нашу европейскую кухню. И вдруг я подумала, почему бы нам с вами не приготовить этот самый ферментированный лосось. Почему он так называется гравлакс? В давние времена наши викинги скандинавские, у них не было никаких холодильников, естественно, они ферментировали свой лосось, который выловили своими же руками, они закапывали его в землю, и там его хранили энное количество дней, и когда он начинал ферментироваться, то, естественно, он очень долго имел срок годности. Как бы храниться он мог дольше, чем если бы это был свежий лосось. До сих пор в Дании, на Фарерских островах, на Борнхольме некоторые рыбаки так это и делают, некоторые рестораны так и презентуют вот этот самый лосось. Малосоленый, очень вкусный. И сегодня я вместе с вами очень хочу поделиться одним элементарным рецептом, который вы с удовольствием, я надеюсь, тоже попробуете у себя сделать. Он будет очень и очень оригинальный. Ну что, заинтриговала? Идемте готовить. Для того, чтобы приготовить сегодняшнее блюдо, нам с вами понадобится измельчитель, один контейнер, который должен плотно закрываться, небольшая лопатка силиконовая, разделочная доска, очень-очень острый нож, терка и из продуктов питания, конечно же, 600 грамм лосося, 3 столовые ложки крупной соли, 3 сырых свеклы, 1 пучок укропа, 100 мл джина, цедра одного апельсина и также сок, который я выжила из этого апельсина. Вот такой вот набор продуктов нам сегодня будет с вами нужен. Ну что, начинаем приготовление. Первым делом мы должны с вами снять шкуру с нашего филе лосося. Для того, чтобы не порезаться очень-очень-очень острым ножом, как я сказала, нож должен быть острым. Вот у меня есть такая вот перчатка, которая как-то даже, не знаю, с добавлением металла, что ли. В общем, но она очень хорошо уберегает от того, чтобы не порезаться. Нож тоже должен быть, повторюсь, очень и очень острым. И теперь снимаем аккуратненько шкуру с нашего лосося. Главное хорошенечко подцепить вот этот первый кусочек, а потом она будет хорошо сниматься. Ну вот, шкуру филе мы уже сняли. Я из шкуры филе обязательно сделаю чипсы. Вот прям обжарю на сухой сковородке, и будет очень-очень вкусно. Итак, у нас имеется вот такая вот филюшечка, которая у меня 600 грамм. И теперь мы это все отодвигаем в сторону и начинаем приготовление соуса. Берем измельчитель и складываем в него все наши ингредиенты. Свекла, пучок укропа, прямо с корешками очень хорошо будет перемешано, измельчено, и это то, что нам нужно будет. Соль 3 ложки. Крупная соль у меня морская. Цедру одного апельсина. Выжатый сок одного апельсина также. И последний компонент у нас джин. По желанию можно добавить также еще и перец, но я обойдусь без перца. Теперь закрываем наш измельчитель. И нажимаем на волшебную кнопку, будем немножечко шуметь. Все измельчаем. Готово. Теперь все это открываем. Вот
такая вот кашеобразная прелесть у нас с вами получилась. Теперь берем контейнер, в котором мы будем ферментировать наш лосось, и на дно выливаем часть этого соуса. Так, все это немножко распределим. Можно еще добавить немножко. Разровняли. Берем наш чудесный лосось. Вот он такой красивый. И той стороной, где у нас была шкура, мы кладем на дно нашей формы. И теперь выливаем вторую часть нашего а-ля маринада. Хорошенечко все так же распределяем по второй стороне лососика. Вот так вот. Плотно закрываем наш контейнер. И отправляем нашу прелесть, наш лосось, филе лосося ферментироваться на сутки в холодильник. И через сутки мы с вами обязательно встретимся, и я вам покажу, что у нас с вами получилось. Готовим чипсы из филе лосося. Разогреваем хорошенечко сковородку. И когда вы уже почувствуете, что она раскалилась, кладем шкуру филе лосося. Вот, должно все зашкварчать. Все это разравниваем. Сковородка, видите, у меня сухая, потому что жир будет у нас с филе. Немножко все-таки у нас осталось лососика. И вот так хорошенько все обжариваем с двух сторон. Все шкварчит и зажаривается. Еще буквально пару минуточек, и наши а-ля чипсы будут готовы. И это будет прекрасным дополнением к нашему соленому лососю. Как вы уже видели, прошло несколько дней, и мы с вами сделали вот это вот чудо. Я выложила все на тарелку так, как это у нас подается в дорогих ресторанах. И такое вот блюдо, такая вот масипусенькая закусочка, чтобы вы понимали, в Дании может стоить 30 евро. Обязательно сюда еще положат какой-то кусочек маслица. А здесь, видите, 3 розочки из нашего Граф Лакса. Они очень хорошо смотрятся, оригинально. Почему? Потому что кант из-за свеклы, он стал бордовым, а внутри сама филюшка, она по-прежнему имеет оранжевый цвет. И поэтому все так контрастненько, с 2 ломтиками хрустящего цельнозернового хлебушка, соусом, салатиком и, конечно же, с красным луком и укропом. И попробуйте сделать такое блюдо и у себя дома. Этот лосось, естественно, можно также просто положить ломтиками на свой хлебушек, и будет вкусно, полезно, малосоленый. И ферментированные продукты – это самое полезное для нашего с вами кишечника. Это я вам говорю как нутрициолог. Так что, дорогие друзья, экспериментируем. И сегодня у нас была скандинавская национальная закуска. Спасибо, что и сегодня были со мной. И спасибо, что вас становится у меня все больше и больше. Всех вас люблю. И до новых встреч, до новых полезных рецептов.